Всех приветствую на нашем канале. Сегодня хотелось бы поднять такую очень интересную тему. Так что же на самом деле происходит в Канаде? Есть ли гонения на церкви? Есть ли какие-то притеснения верующих? Ребят, ничего не происходит в Канаде. Нету никаких гонений, нету никаких притеснений. Вот хотелось бы очень хорошо разобрать эту ситуацию, что же на самом деле происходит. Для того, чтобы понять, давайте мы посмотрим те видео, которые выставляют, действительно выставляют, для того, чтобы показать эту страшную картинку. И я, как человек, живущий здесь и видя, что происходит действительно изнутри, хотелось бы просто прояснить немножко, потому что вот это нагнетание обстановки, нагнетание ситуации, которой на самом деле нет, как бы ситуация высосана, извините за выражение, из пальца, ее нет. Давайте вот мы обратим внимание на первое видео, которое нам показывают, где заходят методистская, по-моему, церковь, заходят, и вы посмотрите, обратите внимание, люди находятся, и ни у одного человека нету маски. Все антимасочники сейчас очень сильно возмутятся, но, ребят, давайте будем честными, мы живем в такое время, оно непростое, вы можете там верить в этот коронавирус, не верить и так далее. Но это настолько действительно непредсказуемый вирус, что очень тяжело судить однозначно. Потому что если ты лично переболел, и это как простуда, то вы знаете, вот у нас на работе бухгалтер, он был месяц в реанимации без сознания. И лежал под этими масками, и никто не знал, он выживет или не выживет. То есть вся его родня, все его родственники, они очень сильно переживали, потому что не знали, человек выживет или нет. Люди все без масок в разгар коронавируса, в разгар этой эпидемии, когда пытаются, не знают, у меня много знакомых, и они вообще в ужасе от того, что происходит в этих палатах реанимации. Они не знают, как лечить, они не знают, чем лечить, они не знают этот вирус. Откуда, что это, другой вопрос, но они его не знают. И когда просто берут люди, которые называются верующими, которые, вы можете верить, у вас может быть супер вера, ходить по воде, я не знаю, там творить чудеса, но не все такие, вас окружают просто обычные люди, которые смотрят на вас, которые смотрят на вот это безумие. Нужно понять их менталитет. Канадцы очень законопослушный народ. Они могут возмущаться, им может не нравиться, но они не нарушают. Это такие единицы, кто нарушает. Вы понимаете, они даже, вот провинция, где мы живем, у них даже неприлично громко разговаривать. То есть, если ты громко разговариваешь, ты уже как бы проявляешь некую агрессию, ты какой-то агрессивный человек, и они очень настороженно относятся к таким людям, которые громко разговаривают. Смотря вот это видео, просто смотришь на это и понимаешь, что эти люди для них экстремисты. Почему? Потому что они понимают, не понимают, но они законопослушны. Обратите внимание, никого нету в масках. И такие громкие высказывания, представляете, зашли, прекратили служение, закрыли церковь, наложили штраф, наказали, арестовали пастыря. Но подождите, во-первых, этот пастырь, он ответственное лицо, он несет ответственность, он ответственен за эти собрания. Я хожу в церковь, и наша церковь вот уже второй год, она закрыта, хотя мы только построили новое, огромное, красивое здание. Когда разрешили около 100 человек, по записи записывались, люди приходили. У нас никто не запрещает, мы проводим там встречи в Zoom, онлайн, когда есть разрешение, мы собираемся на природе. Понимаете, потому что все хотят, чтобы это быстрее закончилось. И опять же идет сравнение Канады и Америки. Вот в Америке там уже давно разрешили уже стадионы. Но подождите, это Америка, это другая страна. Но в Америке по статистике смертей больше, чем в Канаде. Канадцы, они настолько они лучше, больше, как бы это сказать, больше перестрахуются, чем они будут иметь проблемы. То есть у них совершенно другой менталитет, это совершенно другие люди. Давайте мы посмотрим второе видео, где очень жестоко, по мнению человека, который выставил, арестовывают баптистского пастыря, где он обнимает детей. И обратите внимание, ни он, ни его дети, все полицейские, они находятся в масках, они законопослушны.
Третье видео, где арестовывают, жестоко тянут двух пастырей, вот прям по асфальту арестовывают на улице. Почему-то их на улице, я так поняла, они проповедовали на улице. Для того, чтобы проповедовать на улице, даже в хорошие времена, нужно брать разрешение. Точно так же, как и уличные музыканты. Они не просто пришли, стали и играют вам, и поют, и вы можете слушать. Это страна Канада, это страна законов. Прописано, что вы имеете как права, так и ответственность. Вот они дают много прав. И вот Конституция, передо мной лежит Конституция Канады, и здесь написано «Свобода вероисповедания». И в 1982 году была внесена поправка, что верховенство Бога и закона. Когда-то давно у них очень было сильно большое наводнение. Очень многие семьи, они потеряли дома, потеряли, как раз был такой период, и работы потеряли. И они настолько объединились, чтобы помочь друг другу, и помогли. И после этого организовалось очень много благотворительных организаций, которые по сей день помогают. То есть это очень такой дружный, сплоченный народ и очень законопослушный народ. Если вот нужно так, они будут это делать вот так вот. И наказывают здесь не только церкви, если они непослушны. Мы можем посмотреть видео, где на Рождество в город Гатино была арестована семья. Там показали тоже, и полицейские были действительно очень строго разговаривали с этими людьми, как они вытягивали этого мужчину из дома. Но было запрещено на Рождество встречаться. Рождество для них это самый такой праздник семейный. Даже если они не ходят никуда в церковь, это семейный праздник. Закон для всех одинаковый. Первый пастырь – это Артур Павловский, то есть это иммигрант, да, которого так жестоко, в кавычках, арестовывали, прям тянули по асфальту. Второе, методистская церковь, тоже там, я думаю, что это может быть иммигранты. Люди приезжают со своим багажом, и начинают, вот им не хватает драйва, наверное, когда-то бежали от Советского Союза, и они начинают выискивать здесь какие-то гонения, какие-то преследования. Ребят, нету здесь этого ничего. Пока в Конституции прописано свобода вероисповедания, все будет работать так, как работает. Вы понимаете, в Канаде закрыто все. Закрыты не только церквя. И не нужно показывать, очень прискорбно, что показывают люди, которые делают эти видео, они показывают только сторону церкви. Но закрыто все. В Канаде нету такого, что все магазины открыты, тренажерные залы, все развлекательные центры открыты, а закрыли только церквя. Это неправда. В Канаде закрыто все. Постепенно, потихоньку оно начинает открываться. Есть люди, которые нарушают закон. И неважно, кто это. Называются ли они верующими или называются они директорами ресторана или тренажерного зала. Закон для всех одинаковый. Есть закон и есть наказание. Другого нет. Полицейские действовали по закону. Они предупреждают. Вы знаете, полицейские в Канаде это больше друг, чем не кнут это. Они сначала предупреждают, потом они могут выдать штраф, потом они арестовывают. То есть если уже этого человека арестовывали, то есть у него уже было и предупреждение, и был выписан штраф, и пошел арест. То есть они настолько все у них идет поочередно. И, пожалуйста, люди, которые делаете это видео, не нагнетайте обстановку. Я понимаю, может быть, некоторым нравится это или за какой целью это делается, вообще даже непонятно. У нас была недавно свадьба, это тоже была свадьба во время коронавируса, и где нам разрешено было только 25 человек, и не все родные даже смогли попасть на нашу свадьбу. Ну, нам нужно было нарушить, нам нужно было все равно пригласить 50 человек, 100 человек, 200, и потом сделать такое видео. Вы посмотрите, что творится в Канаде. Они издеваются, они не дают молодежи жениться. Ну, это нехорошо. Это нехорошо то, что происходит. Это нехорошо, что духовные лидеры нарушают закон, заставляют, манипулируют, нарушать закон своих прихожан. И потом, ну, как бы строить из себя еще и жертвы. Что вот видите, мы страдаем за Христа. Вы не страдаете за Христа, вы страдаете
по какой-то своей упертости, по какой-то своей глупости. Вам никто не запрещает верить, вам никто не запрещает в нормальные времена собираться, вам никто не запрещает вообще, вот сейчас разрешено собираться на природе, вам никто не запрещает делать видеослужения, видеоконференции. Ну, может, просто вы не хотите идти в ногу со временем. Ну, мир меняется. К сентябрю Канада, она постепенно хочет вывести всех остальных. И я же говорю, что нельзя сравнивать Америку с Канадой, потому что это две разных страны, это совершенно два разных менталитета. И даже как реагировала Канада во время пандемии, как реагировала Америка во время пандемии, совершенно по-разному. В Америке было больше, ну, у них давно уже работают торговые центры, магазины, когда у нас было закрыто это все. Но видение нашего правительства вот такое вот оно, они видят это так, жителей в Канаде не так много, если честно говоря, и поэтому они не хотят раскидываться своими гражданами, потому что смертей было достаточно, и в Канаде очень много пожилого населения, если взять нашу провинцию, то здесь очень много пожилых людей, и когда они начали умирать просто один за одним, правительство пришло в панику. Я желаю вам просто всем хорошего настроения, всем пройти, чтобы этот период, чтобы это все закончилось побыстрее, мы могли все вместе собираться и семьями, и собраниями, и в тренажерных залах, и в ресторанах, ну, всему свое время. Но не уважать закон, не уважать людей, которые как бы находятся рядом, ну, это неправильно. Ведь сам Иисус, Он сказал, что кесарево кесарю, а Божье Богу. Когда люди начинают путать это, происходят такие ситуации. Это просто неуважение закона, и все, и не более того.